Здравствуйте, зрители моего канала. Одно из первых видео, которое я выложил на канале, было видео про иностранные издания в коллекции. Это было в апреле 2023 года. С тех пор у меня в коллекции появилось достаточно много других иностранных изданий. И поэтому я решил снять еще несколько видео об иностранных изданиях моей коллекции. Это будет вторая часть про иностранные издания, второе видео про иностранные издания в коллекции. И также будет третье видео, потому что изданий появилось достаточно много. Я решил разделить это видео на две части. И в этом видео будут иностранные издания из Великобритании, из Чехии и из Испании. Начать я хочу с британских изданий, то есть английских изданий. И первое издание — это «Смертельное оружие». Такое вот издание с 4 частями, франшиза которой снялись Мел Гибсон и Дэнни Гловер. Первый слип, он называется «Сверху». Далее идет боковой слип. Здесь уже в обычных омареях сами 4 фильма. Первая часть, в которой снялись Мел Гибсон и Дэнни Гловер. Режиссер всех картин Ричард Доннер. Простая такая вот накатка. И коробка Viva Elite Eco с дырками, с прорезями. Далее вторая часть, где они снова, Мел Гибсон и Дэнни Гловер. Также появляется Джо Пеши, актер. Тот только он не обозначен. Накатка такая же. Далее третья часть, где уже обозначен персонаж Джо Пеши на обложке. Внутри все так же. «Смертельное оружие 3». И, наконец, четвертая часть, где на обложке указано и показано гораздо больше персонажей, а именно помимо Мела Гибсона и Дэнни Гловера, также Джо Пеши, Рене Руссо, Крис Рок и Джет Ли. И здесь у нас сразу 2 диска, то есть четвертая часть и общий диск с бонусами по франшизе. «Смертельное оружие 4». Такое вот издание франшизы «Смертельное оружие». Надеваем обратно. 2 слипа сразу у этого издания. И еще одно издание, которое идет в слипе. Это коллекция Аладдина с 3 частями. Все 3 полнометражных фильма про Аладдина, мультипликационных. Идет 2 омарея. Здесь у нас первая часть только. Аладдин. А в этом издании на одном диске сразу 2 части, но они по продолжительности не такие большие, поэтому их вместе с дополнительными материалами поместили на 1 диск. Такое вот тоже британское издание. И так же, как и «Смертельное оружие», здесь у нас присутствует русский язык в данном издании. Аладдин. Идем далее. И следующий фильм — это у нас картина в формате 4К. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Британское, английское издание. Здесь 2 диска, 4К Blu-ray и обычный Blu-ray. В данном издании оба диска идут с русским языком. То есть и обычный Blu-ray имеет русский язык, и 4К диск тоже имеет в составе своем русский язык. Здесь русская дорожка представлена закадровым переводом.
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Известный фильм режиссера Энга Ли. Далее, следующая картина. Это у нас культовый фильм из 90-х. Фильм «Джуманджи». Здесь у нас в главной роли снялся Робин Уильямс. Здесь также присутствует русский язык. То есть он присутствует только в таком вот издании. Потому что выходили в Британии более ранние издания, там не было русского языка. А 4К Джуманджи выходил с русским языком только в формате субтитров. А здесь у нас представлены как субтитры, так и русская дорожка. Пускай в формате 2.0. Такой вот фильм с Робином Уильямсом «Джуманджи». Далее, следующее британское издание. Это фильм, который появился в коллекции совсем недавно. «День, когда Земля остановилась» с Киану Ривзом. Ремейк картины из 50-х годов. Современной, 2008 года. Такая вот накатка. Присутствует реклама других изданий от 20 века Fox. И внутри никакого внутреннего арта здесь нету. Фильм с Киану Ривзом «День, когда Земля остановилась». Данное издание также идет с русским языком. Переходим далее. И следующие картины будут уже без русской дорожки. Первый фильм – это картина Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка». Здесь у нас снялись Тим Роббинс и Морган Фриман. Экранизация известная книги Стивена Кинга из сборника 4 сезона. Данный фильм выходил с русским языком на Blu-ray, но давным-давно в локальном издании, и поэтому стоит сейчас достаточно дорого. Поэтому я решил себе приобрести в коллекцию такое вот британское издание данной картины, которое стоило гораздо дешевле, чем российское издание. И плюс здесь присутствуют дополнительные материалы, чего не было в российском издании. Такая вот картина «Побег из Шоушенка» режиссера Фрэнка Дарабонта. Идем далее. И следующие два фильма будут в формате 4К. Они тоже появились недавно. Показывал одни в одном из предыдущих видео. Первое — это «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Также без русского языка. Данный фильм вообще выходил с русским языком только в формате VHS, на видеокассетах. А больше ни в каких форматах не выходил, тем более дисковых. Так что в лицензии с русским языком на дисках не существует лицензии данного фильма. Поэтому взял такую вот британскую лицензию без русского языка. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Известная экранизация повести Рольда Даля. Сама повесть называлась «Шарли шоколадная фабрика». И другое издание иностранное в 4К, которое я показал в предыдущем видео, снова показываю, так как это иностранное издание, британское, поэтому это у нас фильм Мэтта Ривза «Бэтмен», где у нас роль Бэтмена сыграл актер Роберт Паттинсон. Тут у нас еще новая версия Бэтмена. Такой, какой видел режиссер Мэтт Ривз в фильме 2022 года. И здесь у нас 3 диска. Бэтмен в 4К, Бэтмен в формате Full HD,
обычный Blu-ray, и также диск с дополнительными материалами. Издание, повторяю, это без русского языка. Вообще, после 2020 года фильмы студии Warner Brothers с русским языком не выходили. Поэтому, если фильм 2022 года, то у него точно не может быть русского языка в иностранных изданиях. Это был фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Идем далее. Следующая картина. Это у нас анимационный фильм «Зверопой 2». Британское издание также. Продолжение фильма «Зверопой». Издание фильма от Universal, от студии Illumination, где у нас главные герои, это у нас антропоморфные животные. И первая картина не понравилась, поэтому нашел такое вот издание за недорого. «Зверопой 2». Также без русского языка, как и предыдущие несколько изданий. Далее, следующий фильм. Это у нас также продолжение. Это у нас «Малефисента», «Владычица тьмы». Продолжение фильма «Малефисента», который является переосмыслением и ремейком фильма «Спящая красавица». И такое вот тоже издание британское, без русского языка, за недорого, сумел найти. И такая вот простая накатка у данного фильма. В главной роли, в роли Малефисенты, что в первой, что в этой части, актриса Анджелина Джоли. Далее еще одно издание от Диснея британское. Это фильм «Дракон Пита». Фильм из 70-х годов. Здесь у нас нарисованный дракон Эллиот, а главного героя зовут Пит. Собственно, поэтому данный фильм так и называется. Фильм музыкальный. В 2016 году выходил ремейк данной картины, который в русском прокате немножко по-другому назван, а именно «Пит и его дракон». В оригинале что эта картина, что ремейк называются одинаково. И, наконец, последнее британское издание. Это фильм «Городские легенды». Это у нас уже фильм ужасов. Данное издание с русским языком. Да, забыл его предыдущие до этого показать, пропустил. Но данное издание, в отличие от предыдущих, с русским языком. Здесь у нас реклама изданий, предупреждение. И здесь присутствует также внутренний арт с главным злодеем данной картины. «Городские легенды». И это фильм ужасов из конца 90-х годов. Здесь у нас снялись известных актеров Джаред Лето. Также в одной из ролей снялся Роберт Инглунд, которого вы можете знать по роли Фредди Крюгера. Здесь он другую роль, более мелкую, но появлялся в данной картине. Фильм «Городские легенды». И это были все британские издания, которые появились в коллекции за последние примерно 2 года. Поэтому переходим к следующей стране. Это у нас Чехия, а точнее Чехия и Словакия, но буду называть издания чешскими, потому что название на них указано именно по-чешски. И первая картина, это у нас фильм «Лицом к лицу». Режиссер данной картины Джон Ву. А в главных ролях в данной картине снялись
Николас Кейдж и Джон Траволта. То есть известный боевик из 90-х годов представлен у меня вот в таком вот чешском издании. Данное издание с русским языком. Сегодня все издания чешские будут именно с русским языком. Поэтому отдельно указывать про каждое чешское издание про русский язык не буду. Поэтому переходим к следующему фильму. Это у нас картина «Угнать за 60 секунд». Опять же актер Николас Кейдж. Это картина из начала 2000-х. Еще один боевик, где нужно за короткое время угнать много машин. И такая вот накатка. Накатка английская. С основным названием фильма. А само название по-чешски просто 60 секунд. И оформление в этой серии похожее. Что лицом к лицу, что 60 секунд. Далее, следующий фильм. Это картина «Воздушная тюрьма». Здесь также актер Николас Кейдж. Также снялись Джон Кьюсак, Джон Малкович. Из этой же серии. Также боевик из конца 90-х годов. Также чешское издание. Фильм «Воздушная тюрьма». Далее, уже без Николаса Кейджа, но с другими хорошими актерами. Это картина Тони Скотта «Багровый прилив». Здесь у нас Дензел Вашингтон и актер Джин Хэкман, который недавно скончался. Это вот картина из 90-х годов, в которой он снялся. И внутри похожее оформление, что и в предыдущих изданиях с похожим внешним оформлением. Здесь видим английское название, которое означает то же самое, «Багровый прилив». Далее, следующая картина. Это «Самолет президента». Фильм режиссера Вольфганга Петерсена. В главной роли снялся Харрисон Форд. Из той же серии, что предыдущих 4 издания по внешнему оформлению. И похожее же оформление ждет нас внутри. Фильм «Самолет президента» с Харрисоном Фордом в главной роли. И, наконец, последнее издание с похожим оформлением. Это у нас картина «Белый плен», в которой у нас снялся актер Пол Уокер. В оригинальной картине называется по-другому. И по-чешски тоже другое название. Данный фильм, как повторяю, как и предыдущие 5, идет с русским языком. «Белый плен». Издания, которые выпускал Дисней, продолжаются. И будут дальше 2 анимационных фильма. Первый анимационный фильм — это «Спасатели». Это картина 1977 года. Русский язык присутствует. И другой анимационный фильм, который у меня в чешском издании, это картина «Коты-аристократы» 1970 года. Также еще один известный фильм из этого периода от Диснея. Такие вот 2 фильма от Дисней из Чехии и в чешских изданиях есть у меня в коллекции. Это были все издания, которые выпускал, дистрибьютором которых был Дисней. Далее будут картины чешские в чешских изданиях от Warner Brothers. Первая картина — это фильм
Другой Вольфганга Петерсена «Посейдон». Фильм «Катастрофа» про то, как тонул корабль, судно большое с названием «Посейдон». И это ремейк картины 70-х годов, который вышел в 2006 году. И такая вот интересная накатка данного издания. Из известных актеров в данном фильме снялся актер Курт Рассел. Фильм Вольфганга Петерсена «Посейдон». Далее идем к следующему фильму. Это у нас картина с актером Киану Ривзом. Фильм «Константин». Это экранизация комикса от DC Comics. От DC. Обещают продолжение данной картины, но пока еще не вышло. А это первая часть. Достаточно известный фильм в карьере Киану Ривза. И представлен он у меня в таком вот чешском издании. Фильм «Константин». Далее будут сразу 3 картины от Тима Бертона. Все 3 в чешских изданиях. Буду показывать их в порядке выхода их на большой экран. Первая — это «Чарли и шоколадная фабрика». Картина с Джонни Деппом. Еще одна экранизация произведения Рольда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». И данный фильм представлен у меня в таком вот чешском издании. Далее. Другая картина — это фильм «Труп невесты» Тима Бертона. В главной роли здесь у нас опять же Джонни Депп, который озвучил главного героя, а также мертвую невесту эту озвучила актриса Хелена Бонем Картер. Это анимационный фильм, первый анимационный фильм от Тима Бертона, режиссером которого он сам выступил. И данный фильм выходил с русским языком только за рубежом, а в России, в российское издание выходило только на DVD. Поэтому на Blu-ray можно найти только за рубежом данный фильм. И, наконец, последнее. Это у нас фильм с Джонни Деппом от Тима Бертона. Еще один «Свиньи Тодд». Парикмахер с Флит-стрит. И также он представлен у меня в чешском издании. То есть такие вот 3 фильма с Джонни Деппом от Тима Бертона. Все эти издания из одной страны, а именно из Чехии, чешские издания. Далее. Еще один фильм с Харрисоном Фордом сегодня. Это фильм «Беглец». Известная картина из 90-х с Харрисоном Фордом, которая также была кассовой и принесла одному из актеров, а именно актеру Томми Ли Джонсу, который снялся в данном фильме, премию «Оскар». Такое вот издание. Фильм «Беглец». Идем далее. И у нас еще осталось 3 чешских издания от других студий. Первое — это у нас «Подарок на Рождество». Это у нас фильм с Арнольдом Шварценеггером. Фильм рождественский. Накатка простая здесь совсем. И оригинальное название мы можем видеть «Jingle All the Way». И в принципе также
переводится и чешское название данной картины. Такой вот фильм с Арнольдом Шварценеггером «Подарок на Рождество». Идем далее. И следующий фильм — это картина режиссера Джерри Цукера «Привидение». Здесь у нас снялись в главных ролях Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Последняя актриса Вупи Голдберг получила Оскар за данную роль. Что интересно, она получила Оскар, когда ей было, не помню, не то 35, не то 36 лет, но в то время она уже была бабушкой, потому что стала бабушкой Вупи Голдберг в 34 года. Такая вот молодая бабушка уже была. Фильм «Привидение». И, наконец, последнее чешское издание. Это фильм «Черная дыра» с Вином Дизелем, хроники Риддика. Такое вот издание данной картины. Внутри здесь у нас внутренний арт представляет собой рекламу других изданий от студии Universal. И накатка с английским названием данной картины. Фильм «Черная дыра». И, наконец, осталось немного времени. Я хочу показать еще 4 издания. Это испанские издания, их всего 4 появилось. Всего у меня их 5, но после того видео их у меня появилась коллекция 4. И первое — это фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день». Фильм без русской дорожки. Вообще, «Терминатор 2. Судный день» ни на Blu-ray, ни на 4К с русским не выходил. Но такое вот испанское издание у меня в коллекции. Здесь 3 диска, 4К диск и 2 Blu-ray диска, на которых представлены 3 различные версии данной картины. Такой вот фильм режиссера Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером «Терминатор 2. Судный день». Идем далее. И следующий фильм — это картина с Дастином Хоффманом «Тутси», где он играет актера, который вынужден по ходу сюжета переодеться в женщину, которую мы видим на обложке. И к чему это все приводит? Это у нас один из классических фильмов в таком жанре, поэтому и приобрел себе данный фильм в коллекцию. То есть один из классических фильмов наряду с фильмами «В джазе только девушки», а также картине «Миссис Даутфайр». А это вот третий фильм, который вышел посередине между теми двумя. Это фильм режиссера Сидни Поллака «Тутси». Далее еще осталось 2 издания. И третье испанское издание — это фильм «Лучше не бывает». Режиссер данной картины Джеймс Л. Брукс. Данная картина принесла 3-й Оскар и последний Джеку Николсону. Также помимо Джека Николсона здесь у нас снялись Хелен Хант и Грег Киннер. Такое вот издание. Фильм «Лучше не бывает». И, наконец, последнее издание, которое хочу вам сегодня показать. Это у нас фильм «Бумажные города». Также за недорого удалось его получить в таком вот испанском издании. Хотя он в России выходил, но стоимость была одинаковая, поэтому взял именно в испанском издании.
Внутри здесь ничего нету, никаких внутренних артов. И такая вот простая накатка с испанским названием данной картины. Здесь у нас снялись актеры Кара Делевинь и Нет Вольф. И это был последний фильм на сегодня, который хотел вам сегодня показать. В следующем видео про иностранные издания будут уже другие страны, другие оставшиеся страны, которые не показал в этом видео. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующие видео. А на этом все. Пока.